Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Открытие лодочного сезона после весеннего запрета – это всегда волнительное событие. Обычно в первые выезды на рыбалку с лодкой я предпочитаю охотиться на судака. Эта рыба к началу лета уже отнерестилась, и есть возможность эффективно поохотиться именно на жирующего после нерестового судака. Сегодня я отправляюсь на небольшое водохранилище в предвкушении жестких поклевок клыкастых разбойников. Весна в этом году была весьма холодная и дождливая. Вода высокая и, что странно, достаточно мутная. Ничего, если весь день будет солнечно, то мутная вода – это скорее благо, чем зло. Быстро прохожу со структурником по участкам твердого дна с глубиной от 3,5 до 7 метров. Да, а рыбы-то совсем мало. Особенно удивляет то, что пупки, участки ракушечника, бровки со звенящим дном тоже практически пустые. Одиночные рыбы, скорее всего судаки, у дна периодически присутствуют, но это совсем не то, чего я ожидал увидеть. Начинаю ловить на 6-дюймовую съедобную резину ступенчатой равномерной проводкой. Леска флюрик 12 либров. Обычно на этот комплект судаки в очередь выстраиваются, но тут за час рыбалки я увидел всего один вялый пустой удар, и повторения поклевки не случилось. Я активно походил по значительной акватории водохранилища на моторе, посмотрел совершенно разные места, но картина везде была примерно одинаковая. Рыбы мало, и она одиночная. Скорее всего, аномально холодная весна привела к позднему нересту всех рыб. Высока вероятность того, что большинство белей еще не вернулось на свои привычные места из верховьев, где проходил нерест. Может быть, и основные силы судака тоже сейчас там, в верховьях, на мелководьях, с более теплой водой. Однако ловить нужно здесь и сейчас. Решаю попробовать уговорить разрозненных одиночных судаков на джиг-крик. Эта оснастка отлично проявляет себя при ловле окуня, но почему бы не попробовать ее на судака? Мой товарищ в прошлом году с лодки на джиг-крик увидел больше поклевок клыкастых, чем я на обычный джиг и совершенно разные джиговые проводки. Коротко рассмотрим эту оснастку. От традиционного джига джиг-крик отличается тем, что используется как бы одноухий монтаж. Весьма удобно использовать каплевидные грузила. Важное значение имеет крючок. Он может быть просто одинарный или офсетный. Весьма желательно, чтобы ушки у крючков были увеличенного размера. Офсетник тоже имеет хитрости. Можно прятать жало крючка в спинке приманки, а можно и сознательно оголять жало крючка. Проводка оснастки джиг-крик может быть любая. Тут хороши и любые виды скачков, как в обычном джиге. Также отлично работает волочение по дну с разными вариациями пауз. Очень интересны и скачки с подыгровкой на дне после каждого скачка. За счет одноухого монтажа приманкой можно отлично играть прямо на дне. С ушастиком такой игры достичь практически невозможно. Короче, если рыбу нужно вымучивать, удерживать долго приманку в зоне видимости хищников, то джиг-крик – это просто великолепная оснастка для таких вариантов. Ну что, пора возвращаться на водоем. Твердый участок ракушечника решаю обловить оснасткой джиг-крик с окуневой приманкой. В данном месте может быть и судак, но все-таки место больше окуневое. Провожу джиг-крик без особых изысков. Рывок на один оборот катушки и пауза на дне, во время которой я подыгрываю приманкой. Всякие замедленные варианты проводок, волочения по дну, затяжные паузы пока не делаю. Рыбы сегодня в зоне ловли немного, она разрозненная, и терять время на очень долгие проводки не хочется. Вообще для проводки джиг-крига очень удобно использовать спиннинги с тоненькими вершинками-прививками, как у пикеров-фидеров. Эти вершинки немного съедают чувствительность в руку,
зато дают великолепную визуальную чувствительность. И что самое главное, с этими вершинками весьма удобно задавать приманке игру непосредственно на дне. Спиннинги с более жесткими, тубулярными вершинками для ловли с джек-ригом неудобны. Вместо игры на месте такие жесткие вершинки все время сдвигают приманку по дну. Леску использую плетеную, 8-либровую на разрыв с поводком из флуорокарбона. А вот и первая поклевка. Рыба взяла именно на подыгрывании приманкой на дне. По сопротивлению вроде бы это не окунь. Сейчас посмотрим. Да, небольшой судачок на окуневую приманку. Есть о чем подумать. Отпускаю красавчика. Данная точка больше поклевок не принесла. Это был судак-одиночка. Двигаюсь дальше. Сейчас попробую ловить на более крупную приманку, естественно, со снасткой джек-риг. В данном случае я уже использую кастинговый одночастник с флуорокарбоновой леской 12 либров на разрыв. Провожу джек-риг как и с плетенкой, по принципу короткий рывок, пауза на дне и подыгрывание приманкой на паузе. Мне очень нравится данная снасть по судаку с джигом. Когда прозрачная вода, сильный ветер или яркое солнце, а на спиннинговую снасть клюет не очень, то вот на мульт с флюром обычно ловится. Да, у этого спиннинга жесткая тубулярная вершинка, однако флюр – это весьма тяжелая леска. На паузе образуется дуга из этой лески, и покачивая эту дугу кончиком спиннинга, оказалось, что можно отлично работать с джек-ригом непосредственно на дне. Скажу честно, я просто удивился тому, как удобно с кастинговой снастью и флюриком анимировать оснастку джек-риг. Ну не ожидал и даже не догадывался. Просто отлично. Без напряжения и излишней сосредоточенности получается отличная проводка. Не успел насладиться удобством проводки, как произошла резкая поклевка. На крючке уже точно судак. Это видно по коротким тычкам и по сопротивлению. Работает джек-риг на флюрике. Отлично работает. Сдаю немного в натяг леску с катушки. Судак начал крутиться возле работающего электромотора, и я побоялся, что леска может намотаться на винт. На плетенке такие фокусы грозили бы сходом, а флюрик достаточно эластичен, и с него рыбы срываются очень редко. Судак съедобного размера, пожалуй, возьму его с собой для кулинарных изысков. Мыши спиннинг съели, погрызли. О. Надо будет обработать. Спиннинги у меня хранились всю зиму в гараже, и мыши каким-то образом пробрались туда и погрызли пробку именно на кастинговой снасти. Неприятно, конечно, но в этом нет ничего страшного. Нужно немного поработать напильником, и все будет хорошо. Если не обработать пробку, то в процессе ловли она по местам погрызов будет постепенно выкрашиваться. Вот этого лучше не допускать. Опережая события, показываю, что получилось. Буквально 2 минуты работы напильником, и все отлично. Желательно теперь покрыть открытый участок пробки карксилом. Это специальный водоотталкивающий защитный клей именно для пробки. Скорее всего, на основе клея ПВА. С покрытием пробка практически не стареет и меньше загрязняется. Возвращаемся обратно на водоем. Данная точка больше поклевок не принесла. Двигаюсь дальше. Лишь ближе к вечеру на джек-риг произошла очередная поклевка.
В данном случае прямо со дна приманку атаковала щука. Рыба небольшая, но удовольствие своей сильнейшей поклевкой она явно доставила. Отличный повод, чтобы ее отпустить. Далее у меня произошло аж 3 поклевки судака с одного места. Я более чем уверен, что это был именно судак-одиночка. Так вот, подсечь мне его во всех 3 случаях не удалось. Интересен данный момент тем, что когда ловишь с плетенкой одиночного судака, то рыба, как правило, в плохой клев ударяет по приманке всего 1 раз. Скорее всего, что с плетенкой после поклевки судак чувствует подвох и очень сильное сопротивление. Чем сильнее мы, рыболовы, чувствуем поклевку, тем сильнее чувствует сопротивление снасти и рыба. К слову говоря, на второй поклевке я сам так сильно дернул, что чуть не выронил удочку за борт. Лишь курок на спиннинге помог сохранить снасть. В момент рывка я почувствовал рыбу, но она не засеклась. И тем не менее, через минуту клюнула еще раз и, к сожалению, безрезультатно. Относительная растяжимость флюрика, конечно, уменьшает чувствительность снасти, но зато не настораживает рыбу. Кстати, я думаю, что пустые поклевки произошли из-за того, что я сегодня использовал на оснастке G-Creek только тяжелую, тонущую соленую съедобку. Она, естественно, на паузе лежала на дне, и судаку ее было неудобно атаковать. Плавающие приманки, к сожалению, я с собой сегодня не взял, банально забыл. Для наглядности посмотрите, как выглядит на оснастке G-Creek тонущая приманка и плавающая. Совершенно очевидно, что точно прицелиться и без промаха атаковать судак может именно плавающую приманку. Она еще и играет на оснастке гораздо выразительнее, чем тонущая. Рыбалка на сегодня закончена. До новых встреч, друзья!